В индонезийском фольклоре призраки — это не выдумка для кино, а ваши соседи. Здесь духи могут манить вас знакомым голосом или просто сидеть в углу комнаты в грязном саванне. Разработчики из студии Digital Happiness прекрасно это понимали, поэтому не стали придумывать монстров с нуля. Они открыли ящик Пандоры своего собственного домашнего ужаса. Именно в этом жутком переплетении тысячелетних мифов и современности и родилась эта игра. Главная героиня Линда Мелинда просыпается в незнакомом месте. Вид лачуги оставляет желать лучшего и внушает доверие примерно на нихуя из 10, но выход искать надо. В поисках этого самого выхода Линда натыкается на свой смартфон, на который звонит ее подруга Ира. Из телефона слышно что-то неразборчивое, и экран начинает гличить. Angkat dong. Kita udah pada mati gaya, pada mati. Kita udah pada mati. Udah pada mati. Mati. Выйдя в не менее уродливый переулок, сталкиваемся с подружкой, которая не очень-то расположена к беседе и тут же уходит, увлекая за собой. Тут надо сделать лирическое отступление. В игре есть не совсем очевидный индикатор. Экран краснеет, если рядом злые ебаки, и синеет, если рядом лут или что-то полезное. Дошло до меня это не сразу. Минут 20 я обнюхивал каждый обоссанный угол и проверял мусорные мешки, пока не опустился до позорного похода на YouTube за гайдом. Оказывается, надо было просто навести камеру на стену, и она пропадает. И знаете что? Это единственный, сука, раз за всю игру, когда эта механика используется. Ебал мое представили. Сразу же встречаем серьезного противника в виде комара. Выходи отсюда, сука, убью нахуй, блядь! Уходи отсюда, блядь! Пошел! В доме некоторое время играем в догонялки с Ирой, и она просит нас следовать за ней, и тут же вальяжно дает по съебам. Ловим нашу подругу в углу комнаты. Получаем дежурный скример прямо в лицо и отлетаем на загрузку. Которая, кстати, выглядит необычно, но длится вечность. А когда возвращаемся, наша спринтерша уже пропала. В итоге находим ее аж под лестницей на первом этаже, где она выдает, чтобы мы шли дальше без нее. Получаем от нее ключ и двигаем к выходу. Выходим из здания и попадаем на кладбище. Проходим чуть-чуть вперед и... Ёб твою мать, это еще что такое? Так, я умею пользоваться интернетом, поэтому проведу небольшой экскурс в индонезийскую мифологию. Вот этого мистера зовут Пачонг, который является по сути обычным зомби, хоть и не в привычном нам виде. Если кому интересно, то я оставлю ссылку на научную статью в описании. Да-да, не удивляйтесь. Тут мы знакомимся с первой так называемой загадкой. Нужно зажечь 3 свечи. Сразу непонятно, как это сделать, поэтому бегаем тупим, получаем пизды непонятно от кого, даем пизды в ответ и таким нехитрым образом решаем загадку. В очередной раз происходит что-то странное, и мы видим неизвестную нам женщину в красном одеянии, которая поет какую-то песню и медленно растворяется во тьме. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkan mukuli. Линда просыпается в автомобиле, но уже в реальности. Иришка Чики-Пики сидит рядом, два каких-то индивида показывают индонезийское кумите, а атмосфера становится на удивление позитивной. В машине нас ждет типичный набор для будущего пиздеца, беспечная училка и 5 школьников. Дорога обрывается так же внезапно, как здравый смысл в фильмах ужасов. Машина тормозит перед провалом. Мост, который должен был вести к цивилизации, превратился в груду обломков и ржавой арматуры.
Пока Линда еще отходит от своего странного сна, эта великолепная пятерка чувствует себя просто отлично, несмотря на то, что они хуй пойми где. Один из них, Донни, выдает базу, что где-то должен быть проход. Здесь мы можем немного пообщаться со своими одноклассниками и учителькой. Ничего не узнаем интересного, кроме того, что на GPS города вообще нет, и продолжаем свой путь. Попытка уйти назад упирается в глухую невидимую стену. Разрабы, к сожалению, ничего не оставили интересного, поэтому покорно топаем за нашей командой на другую сторону моста, попутно наслаждаясь просто изумительными звуками шагов. Перебравшись на другую сторону, мы оказываемся в заброшенном городе. Старые ржавые машины, брошенные дома и опустевшие заправки с магазинами. Куда пропали жители всего города, неизвестно, как и неизвестно, что это за город вообще. Исследуя жуткие опустевшие улицы, можно найти 3 военные медали 3 разных солдат. Собрав их, можно открыть секретный файт с Пачонгом-воином, который будет доступен ночью. Чуть подробнее расскажу об этом позднее. В городе можно найти записки, что намекают нам на хоть какое-то раскрытие лора города, но, увы, записок совсем мало, что не дает нам особо никакого понимания, кроме того, что в город приезжало много иностранцев и происходили странные убийства. Группа доходит до здания школы, в которое не захотелось бы заходить ни одному здравомыслящему человеку, но наши одаренные пиздюки во главе с мисс Сиской, видимо, обладают врожденным иммунитетом к чувству самосохранения, поэтому они радостно входят внутрь. Линда и Ирка отказываются от столь увлекательного времяпрепровождения и остаются сидеть на лавочке. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, что ли? Они ведут просто охуенный диалог, предаваясь воспоминаниям. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. I was so freaked out. But you weren't even fazed. And you threw a rock at him. И Русик девушка ответственная. Когда начало смеркаться, а товарищи вместе с училкой так и не вернулись, она резонно подмечает, что что-то они там задержались. На данном этапе нам предоставляют некоторого рода выбор. Мы можем сразу нырнуть в душные коридоры школы или устроить себе ночное рандеву по городу-призраку, чтобы убедиться, снаружи нифига не безопаснее. Мы, конечно же, выбираем прогуляться. Тут уже не в первый раз встретим Пачонга и того самого Пачонга-воина, о котором я говорил выше. Считается, что эти зомби были воинами некой империи на одном из островов Индонезии, которые погибли во время сражения. И даже после смерти они защищают секреты своего народа и своей империи. Следующим местным духом, которого мы встретим, будет Пантианак. Эту орущую даму мы уже встречали в прологе. Здесь она решила гнездиться на арке при въезде в город. Но если вы думали, что в этой игре все духи довольно обычные и скучные, то вы ошибаетесь. Последний и самый неожиданный дух в списке – Пачонг на мотоцикле. История этого парня – это гремучая смесь трагедии и какого-то запредельного невезения. Он всю жизнь бредил скоростью и мечтал стать профессиональным гонщиком. Но в семье было туго с деньгами, так что байк он видел только во влажных мечтах. И вот однажды удача все-таки повернулась к нему лицом. На местном мероприятии с розыгрышем призов объявляют имя победителя новенького мотоцикла. Парень слышит свое имя, и уровень дофамина просто разрывает его сердце буквально. Сердце просто не выдержало такого счастья и решило остановиться. Теперь этот счастливчик заперт в вечном заезде где-то между мирами и считает себя топовым гонщиком. Ну, раз уж мы закончили осмотр улиц, то можно возвращаться и искать наших, возможно, еще живых, ёбиков внутри школы. Подойдя ко входу, видим, как группа возвращается обратно. Все замечают, что проебали по дороге одного из парней и идут внутрь, чтобы найти его. Ираида ловит приход и падает. Спустя мгновение Лин, видимо игравшая в прятки, или хуй пойми, что она делала, понимает, что никого рядом нет, а главный вход закрыт. Ничего не остается, кроме как исследовать это изумительное местечко. На стенах странные надписи, вопрошающие «школа» или «тюрьма», а рядом табличка «граффити на стенах запрещены, за исключением случаев, когда человек неграмотен», чтобы это, блять, не значило. Нам звонит незнакомый номер, и прямо как в том сне слышим голос Иры. Linda, what
Бродим по засранным кабинетам под совершенно поехавшие звуки, как вдруг... Блять, ты еще что такое? Пытаемся ответить ему фото леща, но эта свинота просто сбивает нас с ног, дает дёру и ложится чилить под дверью. Знакомьтесь, нашего Пумбу зовут Бабе Нгипет. В этой главе гораздо больше различных записок, плакатов и так далее. Например, плакат о продаже Дженглота. Это странные куклы-мумии, похожие на маленького человечка со связанными ногами и скрещенными на груди руками. В переводе с малайского Дженглот означает вампир, поэтому ходят слухи, что они пьют человеческую кровь. Находим еще записку от очередного иностранца, который рассказывает о введенном комендантском часе по четвергам. Почему? Я хуй знает, блядь. Еще его достает сосед с какими-то суевериями, и он решает, что нужно привыкать к этому, так как местных традиций много. Обнаруживаем мистическую статуэтку, судя по всему, того самого Дженглота. Тут стоит уточнить, что игра не шибко рассказывает хоть что-то о геймплее, в том числе и о подбираемых предметах. Например, в описании данного предмета говорится, что он источает магическую энергию. Это, конечно же, означает, что он прибавляет к скорости бега и регену ХП. Очевидно же, не правда? Очевидно. Ну, мало ли что очевидно. На пути встречаем еще одного духа орущей женщины. Скримируемся, и еще раз. Отвешиваем ей тонну фото пиздюлей и узнаем, кто она такая. Зовут ее Сандел Балонг. Привыкайте к звучным именам. Из газетной вырезки узнаем об очередном странном инциденте. 12 домов жилого комплекса сгорели, еще 4 были сильно повреждены. Начальник пожарной части утверждает, что все из-за печи в одном из домов, но сторож уверен, что видел 2 людей у места пожара. Никакой больше информации мы не узнаем, нам никто ничего не расскажет, вот просто вот оно есть. Продолжаем бездумно бродить по кабинетам, учебным классам и коридорам школы в надежде найти хоть что-то. Но пока только записки, газетные вырезки и ебучий кабанчик. В одном из кабинетов находим очередную записку с довольно жутким текстом. «Я знаю, что вы здесь, но вы не сделаете этого. Вы не заберете моего ребенка. Вы этого не сделаете». Помимо записки в этом кабинете прекрасное музыкальное сопровождение. Понимание того, что вообще нужно делать и что искать, помимо ключа нашей бешеной свиноты, полностью отсутствует. Поэтому тыкаемся в каждый угол и каждое помещение. Находим плакат на стене, в котором говорится о каком-то собрании и перерождении. Сзади появляется ничем не пугающий призрак мужчины. Из новой записи в Призракопедии узнаем, что это так называемый Тысячеликий, некая темная сущность, обещающая бессмертие, и, видимо, забирающая вместе с душой еще и лица. Кажется, начался марафон записок. Возможно, это продолжение дневника иностранца, чью страницу мы уже находили в городе. Он пишет, что во время неназванного пышного фестиваля, когда приносили в жертву животное, он услышал чей-то крик, но не был в этом уверен, так как никто больше не обратил на это внимания. Да, понять, что здесь происходит, вообще не получится. Все выглядит как потуги раскрыть какой-то лор деревни, но выходит так себе. Забредаем в какую-то столовую и видим призрака, который молча закидывает в себя кастрюлю местного хрючева и растворяется в воздухе. А следом по всей школе эхом прокатывается богатырская отрыжка. Кто это был? Зачем он съел суп? Конечно, нам никто ничего не объяснит в очередной раз. Затор Гота на 10 из 10, спасибо. Абсолютно случайным образом приходим к умозаключению, что нужно сделать фотографию с определенного ракурса, соединив очертания чего-то на 2-м этаже главного холла. Теперь у нас есть фото с повешенными учениками в одном из кабинетов. Наконец-то хоть какая-то подсказка. Начинаем носиться по всей школе в поисках этого кабинета, параллельно уворачиваясь от обезумевшего кабана. В итоге снова сдаемся, идем гуглить и узнаем гениальное. Нам нужна пустая комната, где на столе лежит ключ, который никак не подсвечивается и на который ничто не указывает. Есть вероятность, что я пропустил какую-то подсказку, но выглядит это странно. Возвращаемся в кабинет с прекрасным музыкальным сопровождением, открываем ключом шкаф, к которому ведут кровавые следы. Предположительно, это кабинет директора школы. Обнаруживаем в Нарнии странную комнату с детскими рисунками на стенах, набором париков, платьев, косметикой и детской кроваткой. В кроватке оказывается кукла, а сзади Лин появляется призрак женщины с ножницами.
Начинается босс-файт. Если его, конечно, так можно назвать. Бегаем по комнате и фотографируем призрака. Фотокумите действует на всех одинаково, поэтому стараемся не попасть под удары и накидываем Касперу. После победы узнаем, что это действительно директор школы. Выходим обратно и бежим искать в разрушенном классе спящего кабанчика. По-тихому тырим у него ключи и, наконец, направляемся к выходу. В одном из коридоров что-то нам подсказывает, что наверх нам уже не нужно. Зайдя за угол, слышим, как Линду кто-то зовет, и видим сгусток насекомых, перекрывающих проход. Лин оказывается в длинном коридоре, по которому ее преследует очередной призрак. Ловим скримачок и узнаем... Да ничего толком не узнаем, кроме имени и довольно странного назначения. В коридоре множество закрытых дверей, и мы понимаем, что он бесконечный. Бегаем хер знает сколько, пока не найдем скрытую в стене дверь. ПНГшные мотыльки отправляют Лин обратно в главный холл школы, и хвала богам, мы наконец не покидаем здание школы, потому что перед нами материализуется дама в красном. Она телепортирует Линду в один из классов и начинает терроризировать мотыльками, и в очередной раз божественным саундтреком. Возвращаемся в главный холл, но игра решает, что нам слишком скучно и кидает крысу прямо в рожу. Дальше начинается полный хаос. Нас кидает не пойми куда, по коридорам начинает шастать та самая дама, перекрывая проходы. Приходится закладывать бешеные маневры, чтобы наконец-то вырваться к выходу из этого проклятого здания. Тут мы видим неплохо поставленную сцену, на которой явно ушел весь бюджет, ну или по крайней мере львиная его доля. Выходим во двор, а там под задорную музыку на нас набрасывается местный Шевцов с корешами. Получаем чапалах, один гопник пиздит нашу сумку, а Шевцов ворует самое святое, наш телефон. Видимо, для нового обзора, не знаю. И дает по съебам. В итоге мы остаемся без единственного оружия и с голой жопой отправляемся в деревню. Сразу же встречаем нашего одноклассника, очевидно находящегося не в себе. Получаем очередной чапалах, на всякий случай извиняемся и бежим от него. Противник в этот раз достаточно надоедливый, он быстрый и, подобравшись поближе, прыгает, пытаясь схватить за ноги. Лин сматывает от него через недостроенный дом и хватает зонтик для самообороны. Увы, воспользоваться нам им так и не дадут, хотя анимацию удара даже сделали. Пробежавшись чуть дальше, Лин ломает зонт об морду надоедливого мужлана и забегает в дом. Здесь начинается короткая, но тоже довольно неплохо поставленная сцена с подобием стелса, но без интерактива. Добежав до заброшенного поезда, наблюдаем картину. Из нашего братишки вылезает призрак, кидается на Линду, а затем по какой-то необъяснимой причине решает снова порулить этим додиком. Линда уворачивается и проскальзывает под досками в соседний вагон. Расстроенный таким упущением Ду включает грустную скрипку и окончательно умерщвляет бедолагу. По задумке, это тяжелый переломный момент. Линда впервые сталкивается с жестоким убийством знакомого человека, да еще и от рук потусторонней твари. Но из-за копеечной постановки и топорных анимаций сцена выглядит скорее потешно, чем жутко.
и весь потенциальный драматизм летит в трубу. Впрочем, времени на жевание стекла нет. Доброе провидение решает сделать царский подгон, старую зеркалку с пачкой батареек. Теперь идем разбираться со старшим Сонибоем. Он охранял сумку, которую мы возвращаем себе, и через туннель проходим, видимо, в сад Эдема или что-то такое. Лин молчаливо встречает две девушки, а в каком-то болоте чилит еще две дамы. Что тут происходит, сложно сказать. В небе висит огромная женщина, рядом с ней танцует женщина поменьше, а две других играют на музыкальных инструментах. Возможно, надо родиться в Индонезии, чтобы вообще хоть что-то понять. Нас интересует, как пройти дальше. Прямо за этой кей-поп группой находятся 3 свечи. С подобной загадкой мы уже сталкивались ранее, поэтому она не должна составить труда. Бегаем туда-сюда и зажигаем свечи. После зажжения всех свечей день резко сменяется ночью, умиротворяющая музыка испаряется и открывается проход к большой женщине, которая оказывается призраком по имени Паконг Раджа. Начинается босс-файт. Мелких бомжей я благополучно отстрелял из текстур, в которых удачно застрял. А вот с самой мадам пришлось попотеть. Бегаем, фоткаем, наносим урон, пока она нас не схватит. Я долго думал, что это QTE, в котором забыли нарисовать кнопку. Короче, спустя 15 траев, рандомных нажатий, босс каким-то чудом откисает сам собой. Уже во время написания текста я узнал, что там просто ничего не нужно было нажимать. На арене появляется наша загадочная дама в красном. Получаем пиздюлей, и она отправляет нас дальше по сюжету. Встречаем плачущего призрака, уже без раздумий просто фотографируем его и находим новую вырезку из газеты. Пройдя чуть дальше, Лин наконец-то находит знакомые и живые лица. Это Шелли и мисс Сиска. Судя по тому, что сказала мисс Сиска, Ира должна быть где-то рядом. Собственно, она уже стоит, караулит около здания. Но как только Линда пытается к ней подойти, та начинает съябывать куда-то вглубь деревни. В одной из лачуг находим Иру, сидящей посередине пустой комнаты на стуле с куклой в руках. Лин садится на стул напротив, ну как садится. Ириша, а скорее призрак, которым она одержима, решает подъебать Линду и отодвигает стул, когда та хочет сесть. Здесь выбор вариантов диалога решил поломаться, чтобы я смог словить небольшой скример. Спасибо. Ира отказывается разговаривать, потому что Линда не отвечает ей, прогоняет ее, а сама исчезает. В этой области достаточно много призраков, один из них — это плачущая женщина с младенцем на руках. Это Матиньяк. Находим продолжение вырезки про расхитителя могил. Есть ли какая-то связь между осквернителем могил и Матиньяк, сложно сказать. Как написано в газете, жители думают, что это черная магия, что не исключено. Возможно, человек, владеющий такими знаниями и одержимый духом Матиньяк, пытался найти ее настоящего ребенка и воскресить. Увы, как и обычно, мы подробности не узнаем, но раз призрак продолжает находиться где-то между мирами, значит ничего не вышло. Отстреливаемся от еще одного призрака, а точнее от головы. Это Паласик. Как-то уж слишком много призраков в индонезийском фольклоре связано с младенцами, беременными женщинами и родами. Возвращаемся в лагерь нашей группы и находим Шелли, точнее то, что от нее осталось, висящее под потолком. Оставляем ее зависать и двигаемся дальше. Поднимаясь по лестнице, ловим скормерок от кокоса по имени Гундул Принджес. Судя по описанию, он существует ради таких моментов. Лин попадает в большой особняк. Сразу же на нее начинает нападать призрак, которого видно только в зеркале. Подходим к зеркалам и отбиваемся от духа, сидящего на плечах. Пытаемся открыть дверь на 2-м этаже, и неведомая сила сбрасывает нас в холл. Кто-то начинает буянить и закрывать проходы столами, кидаться стульями, и вот такого я тут точно не ожидал.
На одной из стен висит картина женщины в красном платье, из чего можно сделать вывод, что этот дом принадлежит уже знакомой нам даме. На втором этаже пытаемся снова зайти в дверь, и на этот раз нам это позволяют. У комнаты интересное обустройство. На стене висят 3 больших зеркала, а посередине комнаты стоят стулья. На противоположной стене висит куча пустых рам. Проходим сквозь зеркало и находим ключ от гардеробной. В отражении замечаем пару призраков, которые постепенно приближаются к зеркалу. Узнаем, что это Юрик Пингантин. Призрак 2 в одном. Жених и невеста. Бегаем по комнате, не понимаем, что делать, и, конечно, дедуктивным методом, не прохождениями на ютубе, фоткаем рамы, которые нужны. Спускаемся на первый этаж и находим гардеробную. Здесь нас ждет полноценный постфайт с бабайкой, которая доебывала нас в коридорах. Раздавать фотолещи тут нужно с умом. Палим призрака в отражение, резко поворачиваемся и фоткаем то место, где она должна быть. Стекло бьется, дух откисает, а мы узнаем, что это вторая сестра. Видимо, менее удачная версия дамы в красном. Поднимаемся наверх и попадаем в спальню загадочной леди. Линда садится за туалетный столик и смотрит в зеркало. За спиной медленно появляется хозяйка сих нескромных хором и медленно приближается. Чтобы остаться с чистыми штанами, не обязательно поворачивать голову. Пакетик брать будете? Внезапно отражение Лин хватает ее и тянет в зеркало. Приходим в себя у входа в школу, и игра внезапно дает нам выбор – свалить в закат или вернуться за добавкой. Если решаем уйти, ловим плохую концовку. Линду подбирают копы, но мадам в красном решает, что так не пойдет, и устраивает им ДТП. Malam kini semakin menakutkan. А дальше титры и сцена после них в лучших традициях Marvel. Оказывается, один из наших одноклассников все-таки выжил. Это тот самый, которого потеряли в самом начале. Он тупо всю игру посидел запертым в туалетной кабинке. Но мы же не ищем легких путей. Возвращаемся в школу на финальную разборку. В первой фазе нам необходимо уворачиваться от первой сестры и атаковать Димит Пинту. Это призрак, который охраняет дверь. Я страж этой двери. Ты гнида этой двери! После этого мы можем уже спокойно атаковать саму сестру. Накидав ей достаточное количество пиздюлей, переходим во вторую фазу. Начинается сегмент, где коридоры и саму поехавшую бабку видно только через объектив камеры. Адреналин подскакивает, бабка нас ловит, и мы отлетаем в то самое белое бесформенное пространство. Только в этот раз дама в красном отправляется туда вместе с нами. И вот тут начинается такой лютый индонезийский артхаус, что моего словарного запаса тупо не хватит это объяснить.
gajah, anakna ngararas hirup na tanah garing, ulah ringrang, lalakon hirup nurek di sorang, sabab carita dijieun ngan kerginya nu jarugala, korban jiwa, korban raga, asal nyaho, kemerdekaan. Если среди вас есть лороведы или те, кто понял, что за дичь там произошла, обязательно напишите в комментариях. В истинной концовке Линде удается вырваться из деревни и вернуться домой. Что по итогу? Линда смогла покинуть проклятую деревню, победив местное зло, но действительно ли все закончилось? Говорят, что те, кто однажды увидел другую сторону, навсегда остаются ее частью, что мы и можем наблюдать в сцене после титров. Индонезийцы явно хотели сделать свой Fatal Frame, и у них почти получилось. Да, игре дико не хватило бюджета. Лор приходится собирать по кускам в интернете, что я, честно говоря, ебал в рот. А геймдизайн иногда заставляет биться головой об стол. Но атмосфера здесь реально давит, а японский стиль хоррора пробирает до мурашек. Мы так и не узнали, кто эти сестры, что происходит в этой деревне, да и вообще... Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Для игры с таким бюджетом и такого качества, на удивление, есть достаточно много дополнительного контента в виде полноценного DLC, 2 комиксов и даже фильма. Но в этом мы попытаемся разобраться уже в следующий раз, пройдемся по всему и, может быть, даже поймем, что тут происходит. Что за ужас тут творится? А пока что поддержите лайками, яйками, подпиской, долбаните в колокол и всем пока. Шебет.